У меня все есть. Света, я сама себе дискотека, у меня новый это. Привет! Чаек будешь? Конечно. Не против выпить тепленького чаечка в прекрасном месте в горах. Да. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Проснись, красавица! Все светлые души, проснитесь! Выходим из спящего режима и открываем свою дверь своего дома, открываем свое сердце. Это тоже дверь нашего внутреннего дома, нашей внутренней вселенной. И путешествуем, потому что радость, красота вокруг нас на самом деле. За это и выпьем. Да. Зеленый пуэрчик. Да? Зеленый пуэр, да. Зеленый пуэрчик. И наслаждаемся воздухом, дышим праной. Прана – это и есть воздух. Вдыхаем его глубоко, питаемся. И созерцаем, зрением наслаждаемся. У нас включены все 5 органов чувств, да, самых базовых. Мы смотрим, мы слушаем, как рядышком журчит речка, как ветерок дует. Да, и об этом хотела с тобой поговорить, о путешествиях. Почему это так важно и что мы черпаем из этого, и можно ли их назвать медитациями путешественными, не знаю, или либо это развитие, которое помогает также самооткрывать сознание, развивать сознание, расширять сознание, в общем, как это влияет. Вот все, что ты сказала, все с этим согласна, под этим подписываюсь, потому что путешествие в нашем понимании это куда-то далеко, за 3-9 земель, да, полететь, поехать. Надо деньги целый год, а может и не один, чтобы поехать куда-то далеко, потратить кучу денег, и это будет такое... Вы правы, это не тот язык. Так, в общем, путешествие, которое на один раз и на несколько лет вперед. Либо можно поехать, вот как мы встретились недалеко, найти, открыть место, которое так же самое прекрасно, как и это, и открывать места, которые возле нас. Да, главное действие, главное делать. Чем меньше рассуждаешь и планируешь, очень классно спонтанные поездки. Вот проснулся, подтянулся и чувствуешь отклик, хочется приключений, да, вот чешется 5-я точка, хочется чего-то нового, новых эмоций, новых впечатлений. Все, я легка на подъем и всегда... Открыто, Света знает, да, Света такой же, мы притянулись на этих вибрациях, такой же человек, открытый новому, с открытыми глазами, открытым сердцем, открытой душой воспринимать, да, красоту нашего мира, потому что оно все очень быстротечно, мимолетно, все, да, все циклично, зима, весна, лето, осень, день и ночь, и наш каждый год, да, жизни, каждый день пролетает, и чем раньше мы начнем
осознанно задумываться о жизни и о смерти, да, в понимании того, что все заканчивается, вот, как и каждый день мы умираем, ложись спать, да, и тем мы будем ценить каждый момент, да, каждое время года, каждый час, каждую секунду своей жизни, своего проживания на этой планете, да, и радоваться тому, что мы можем это все вот видеть, дотронуться, ощутить это, вдохнуть, вкусить, да, как еду, да, вкусить, и наполняться этим, потому что мы дети, рожденные в Союзе, где мы ездили на море раз в год, да, для этого родители должны были долго, упорно работать у себя там или копить на поездку на море, да, вот, или же уже в более взрослом возрасте для нас там были границы закрыты, да, и мы как Границы, да, эти все да, границы документы и так далее. и разные ковид, да, и какие-то все эти моменты нам показывают, что как иногда мы не ценим, да, простые вещи, вот, что можно, конечно, путешествия расширяют твое восприятие, границы, когда ты знакомишься с разной культурой, с разными людьми тебе встречаются, но и также ты можешь у себя путешествовать в своем городе, в своей стране, в своем округе, идти другой дорогой на работу, это тоже будет уже маленькое путешествие, такая практика, да, или проехать другим маршрутом, да, это тоже будет такая практика минутная, простая практика, тебя ни к чему не обязывает, но ты заметишь какое-то новое дерево, да, которое, или новое здание, или там другие люди пройдут, которые тебе, может, улыбнуться, и у тебя будет хорошее настроение на целый день. Поэтому путешествуйте, друзья, путешествуйте за 3-9 земель, путешествуйте у себя в городе, в своем округе, в своих лесах, на своих полях. И вы всегда, если вы открыты, и вы с таким жаждой к новому, жаждой к жизни, то вам всегда что-то будет, что-то новое на вашем пути. И, конечно, язык, новая культура, когда ты знакомишься с людьми, ты знакомишься, как они по-другому проживают, да, как они по-другому воспринимают жизнь. Это тоже такой опыт, который расширяет твое восприятие, расширяет твое сознание, расширяет твой опыт. На какие-то вещи ты начинаешь по-другому смотреть, соответственно, ты начинаешь по-другому реагировать. И это всегда классно. Да, и это всегда каждое путешествие, даже если маленькое, это всегда новый опыт и новая жизнь, я так это называю. Когда-то, когда в Очакове жила, тогда каждый раз, когда ездила в Николаев, это была новая жизнь, потому что каждый раз что-то встречалось. Либо человека подвезла, с ним поговорила, и уже по-другому ты, либо, там, не знаю, гололёд и тебя заносит, и ты уже понимаешь, что доехала до Николаева, вау, мы выжили. И это была всегда новая жизнь. Поэтому, да, путешествия. И когда я начала делать практики, я поняла, что практика путешествия – это идеальная штука для меня. Да, потому что практика, медитация, да, как бы, ну, чтобы понятнее было, да, остальным, это ты путешествуешь внутри себя. И каждый раз это путешествие по-разному, точно так же, как не бывает одинаковых рассветов, не бывает одинаковых закатов, да. Каждое время года, зима, весна, лето, осень по-разному, где-то дождливее, да, но где-то оно теплее, где-то лето жарче, а где-то оно холоднее, и каждый день, каждый все по-разному. И точно так же медитация, когда ты в практику каждый день практикуешь и погружаешься в себя, то это тоже каждый раз новое путешествие в себя, и ты себя узнаешь каждый раз по-разному. Потому что это такая, знаешь, уборка внутри себя, да, расставить все по полочкам, разложить все мысли по полочкам, очиститься, наполниться, понимаешь, и там тоже приходят тебе и идеи творческие, и воспоминания какие-то из прошлого или будущего, да, это тоже все такой опыт путешествия внутри себя, и он очень нужен, очень важен. Да, согласна. Путешествуйте, друзья. Обязательно путешествуйте.